учиться от будущего. Прослушал книгу «Теория Ю», 5 ее интерпретаций, и хотел вам поделиться своим таким короткое резюме, как можно учиться от будущего. Вообще, на самом деле, прототипирование – это такое своеобразная возможность учиться от будущего, потому что когда мы создаем прототип, мы сделаем что-то, чтобы посмотреть на это все с новой стороны, с новой точки, потом сделать чуть получше прототип, потом сделать какой-то MVP, потом еще что-то. И, грубо говоря, мы постоянно чуть-чуть продвигаемся вперед для того, чтобы посмотреть на будущее с новой точки. То есть мы как бы пытаемся учиться у будущего. В нашей жизни мы учимся у прошлого, учимся у книжек бесполезных, а как учиться у будущего? Мне очень понравилась теория Ю, вот эти 4 типа слушания. В коучинге они немножко по-другому. Ну, скажем так, первый тип слушания, вот довольно простой, это вы как бы слушаете, но не слышите. То есть, знаете, когда слушаете человека, а он что-то говорит, а вы уже знаете, что вы ему ответите. Это такой первый тип слушания. Второй тип слушания – это когда вы человека слушаете и пытаетесь его вникнуть. Я, например, так книжки читаю. Всегда, когда читаю книжку, стараюсь во все поверить, а потом уже думать, правда это или нет. То есть, например, вы слушаете и слышите. Третий тип слушания – это когда вы уже слушаете сердцем, то есть вы как бы с человеком живете, смотрите на мир его глазами. И это прям, вы прям сопереживаете, прям становитесь частью его. В коучинге, кстати, есть 4 уровень слушания. Мне, кстати, очень понравился. В коучинге, кстати, это со временем любой эксперт своего дела, он начинает слышать то, что вы не сказали. А по теории Ю, 4 тип слушания, это очень, скажем так, важный момент. Вы начинаете слышать, извиняюсь, к вам приходит человек, вы его слушаете, или вас кто-то слушает. Но самое интересное, что при всем при этом происходит такая вещь. Знаете, у нас, например, в компании есть люди, к которым ты пришел с проблемой, и ты еще только проблему говоришь, а уже решение. И, кстати, есть много... У меня есть несколько таких друзей. Я прихожу к ним с проблемами, я только свою проблему рассказал, и уже решение. Не от них, а от меня самого. И оказывается, создается такое, как бы, какое-то невидимое поле. То есть люди, которые могут вас настолько хорошо слушать, скажем так, сердцем и волей. То есть они вас настолько глубоко слушают, или, скажем так, настолько нейтрально, что решение происходит само из этого поля. то есть представьте, вас слушают, но не слышат. Вас внимательно слушают, вас слушают сердцем. А представьте, вас слушают каким-то таким непонятным, таким вот, как бы мудрым слушанием каким-то. И таким, что у вас как бы начинает в этом поле происходить решение. Я, кстати, всегда очень интересовался, почему вот в одних брейнштормах все классно, а в других брейнштормах всех спорят. В одних брейнштормах все такие в полной медитации или какой-то в молчании кидают суперсильные идеи, а в других все спорят. И я теперь начинаю понимать, почему так. По теории Ю считается, что вот у вас точка Ю, вы спускаетесь вниз и поднимаетесь наверх. Вы можете пройти от проблемы к решению, а можете спуститься, такой называется, какую-то такую пустую точку, и оттуда прийти в новое решение. И самое ключевое, что мне в этом всем нравится, это вот нахождение вот в этом непонятном состоянии. Считается, что вы как бы говорите с будущим. То есть у вас нет решения, вы, как говорится, пытаетесь учиться у будущего. То есть вы не... Либо вы слушаете человека, либо вас слушают, либо вы просто находитесь в окружении. И там все настолько классно, что решение как бы проходит само из ниоткуда. И если, например, все книги нам учат нас учиться из книжек, или там все книжки нам, например, как развиваются большие компании. Мы в книжках смотрим, что они делали, как они делали, но что было у них внутри, мы не знаем. И вот эта теория говорит, что вот лидеры принимают решения так вот. Как-то слушают в каком-то ментальном облаке, и люди вокруг них вместе с ними принимают какие-то классные решения. И это поле, как бы, оно в компании постоянно существует.
Я, кстати, обратил внимание, что когда брейнштормишь с самыми сильными людьми, почему-то возникает такое поле. Они как-то вот все внимательно слушают. И самое главное, еще такая штука есть — воля. Эти люди склонны к изменениям. Не значит, что они хотят завтра все менять. Просто, когда они брейнштормят, они склонны к изменениям. Не то, что это нельзя ни в коем случае. Может быть, это нельзя, но они хотя бы в голове разрешают этому возникнуть. Вот так вот коротко про эту теорию. И самое главное, что можно учиться у будущего. Сейчас это как нельзя, кстати. Никто не знает будущего, а чтобы в нем выиграть, или больше выиграть в нем, чем проиграть, надо у него уметь учиться.